Сегодня я расскажу вам о проекте квартиры площадью 47 квадратных метров для молодого человека. За этими дверцами у нас скрыт электрический щиток. Мы придумали вот такую идею. Здесь у нас выдвижная полочка. Мы встроили в него электрические розетки. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Всем привет! Меня зовут Виталий Мясников. Я дизайнер интерьеров, основатель студии дизайна «Интеллект как стиль». Виталий – дизайнер интерьеров, уже неоднократно снимался на нашем канале, а один из его проектов набрал несколько миллионов просмотров. Если вы еще его не смотрели, то обязательно посмотрите, а ссылку мы оставим в описании. А этот выпуск Виталий сам снял для InMyRoom. Он покажет свой новый проект – квартиру 47 квадратных метров для молодого человека. Сегодня я расскажу вам о проекте квартиры площадью 47 квадратных метров для молодого человека, который в настоящее время живет один. И покажу вам, что у нас получилось. Это самый бюджетный проект, но при этом он не лишен оригинальных идей и наших подходов. И сейчас я вам все более подробно расскажу. Мы находимся в прихожей. Для квартиры такой площади она получилась достаточно свободной. Здесь много места. Есть место для того, чтобы присесть, завязать шнурки или снять обувь, повесить верхнюю одежду. За этими дверцами у нас скрыт электрический щиток и слаботочный щиток. Похожее решение Виталий предусмотрел в одном из своих проектов, который мы тоже снимали. Давайте вспомним, как это было. В этом месте из того же материала, что и стеновые панели, мы сделали неглубокий шкаф, в который спрятали электрический щиток и всю слаботочную систему. Также здесь находится терморегулятор теплого пола. При входе мы можем включить подсветку шкафа, ниши в шкафу и основное освещение. Проходя дальше, мы можем выключить весь свет, который у нас горел в прихожей, и включить свет в основном помещении. Причем он тоже включается зонированно. Проходя в эту зону, мы также можем отсюда выключить все лишнее освещение. Пару слов расскажу о кухне. Кухонный гарнитур у нас достаточно ограничен по размеру, потому что здесь у нас стена, и дальше мы не хотели съедать за счет кухонного гарнитура пространство помещения. Здесь встроенный холодильник с морозильной камерой, мойка с фильтрованной водой, шкафы, вытяжка, варочная плита на две конфорки и здесь посудомоечная машинка. Чтобы сохранить пространство, мы поставили сюда духовой шкаф, который комбинирован с микроволновой печью. А здесь, для того, чтобы не наставлять всю технику, не ставить ее на виду и не загромождать пространство, мы придумали вот такую идею. Здесь у нас выдвижная полочка, где мы можем включить чайник, кофемашину, ну и хранение всяких принадлежностей. Все это вот так аккуратно закрывается. Рабочая поверхность у нас крайне небольшая, и для приготовления пищи очень мало места. Подсветить мы, кстати, можем ее вот отсюда. По датчику взмах руки зажигается подсветка рабочей зоны. И для того, чтобы решить этот вопрос с недостатком рабочей поверхности, мы придумали здесь парящую столешницу, которая выполняет сразу несколько функций. Во-первых, вы можете здесь готовить пищу. Предусмотрены розетки для того, чтобы поставить электромясорубку, кухонный комбайн и другую технику. Также она выступает в роли обеденного стола, и вы можете здесь также присесть и
поработать. Отсюда также очень классно вид на телевизор. То есть, в принципе, один телевизор у нас на все зоны кухни, столовой и гостиной. Давайте немножко поподробнее расскажу про эту столешницу. Парящая она по той причине, что мы заложили сюда S-образный профиль и сварная конструкция, основание которой было прикреплено непосредственно в бетонный пол, и после этого была залита стяжка. Соответственно, конструкция очень прочная, и при этом вы не видите ни одной ножки, ни одной опоры и никаких металлических элементов. Достигнуто это было тем, что так как у нас здесь проходят металлические трубы квадратного сечения, и чтобы их не было видно, мы сделали столешницу толстую, 4 сантиметра. Но для того, чтобы она сочеталась со столешницей в кухонном гарнитуре, торец мы сделали 2-сантиметровый, такой же, как здесь, и аккуратный скос. Визуально она смотрится так же легко, как и столешница на кухонном гарнитуре. Основание из ДСП выполняет сразу несколько функций. Во-первых, в нем проходит металлическая ножка. Во-вторых, мы встроили в него электрические розетки, которыми можно пользоваться как со стороны стола, так и со стороны дивана. И в-третьих, она выполняет роль некого барьера, чтобы пища со стола случайно не попала на диван. Мы плавно переходим в зону гостиной. Она небольшая, но достаточно уютная. Здесь диван на 3-4 человека, телевизор 55 дюймов, который висит вот на такой классной панели с подсветкой, создающей эффект парения. Под телевизором навесная тумба, в которую мы, как всегда, спрятали все розетки. И между тумбой и панелью ЗТВ у нас спрятан кабель-канал. Все провода между телевизором и техникой, которую мы можем подключить, будут проходить в кабель-канале. На стене вы не увидите ни одного провода. Также можно сделать здесь аккуратный вывод и, допустим, поставить сюда саундбар или любую другую технику, такую как PlayStation, Apple TV и так далее. Как я уже сказал, у нас здесь трековое освещение, интегрированное в натяжной потолок. Если обратите внимание, потолок у нас весь с теневыми зазорами, смотрится очень эффектно и элегантно. Потолок мы натягивали непосредственно на корпусную мебель везде, здесь и в зоне прихожей. Соответственно, здесь все это сделано аккуратно, и никаких щелей между кухонным гарнитуром и потолком, допустим, у нас нет. Как вы знаете, мы очень серьезно подходим к проектированию освещения, к количеству освещенности, к световым сценариям, к качеству света. И здесь мы тоже уделили очень много этому внимания. Свет на потолке у нас разделен на несколько групп. Мы можем включить освещение в коридоре. Дальше оно переходит в освещение в зону кухни. И дальше мы можем включить основное освещение в нашей зоне столовой и гостиной. К слову сказать, это освещение диммируется, и при необходимости там можно создать очень комфортную атмосферу, приглушив или наоборот увеличив количество света. Свет мы используем в интерьерах теплый, порядка 2700-3000 кельвинов. Потому что только при таком свете человек чувствует себя комфортно и может расслабиться и отдохнуть. Итак, мы переходим в спальню. И прежде чем зайти в спальню, мы можем выключить все освещение в этой комнате, не ходя ни к каким выключателям. То есть у нас все здесь под рукой. Подошли, выключили свет за собой и зашли в спальню. Соответственно, здесь мы включаем основное освещение. Это интегрированный тоже в натяжной потолок светильник со светодиодной лентой. Вот, он тоже диммируется. То есть вечером, допустим, для расслабления мы можем нажать на клавишу и выставить яркость, которая нас будет устраивать полностью. Также этот свет можно включить либо выключить
непосредственно у каждой тумбы. То есть человеку нет необходимости вставать с кровати для того, чтобы выключить основной свет, либо включить светильник, который находится в его тумбочке. За счет того, что мы предусмотрели гардеробную, о которой мы расскажем чуть попозже, спальня у нас получилась достаточно небольшая, и здесь все самое необходимое. Двухспальная кровать со спальным местом 1,80 м, которая обладает подъемным механизмом с зоной хранения. Здесь у нас мягкие стеновые панели. Также они выполняют роль изголовья. Во всей квартире покрытие стен, отделка стен — это декоративная штукатурка под бетон. Вот. И на этой стене, кстати, должен был висеть телевизор, но пока заказчик его не повесил, мы закрыли розетки под телевизор вот такой картиной. Здесь также у нас натяжной потолок, и у потолка предусмотрена ниша для карнизов под шторы, чтобы было минимум видно какие-то механизмы, и у нас достаточно элегантный, эстетичный вид у штор. Итак, мы с вами на лоджии. Здесь небольшая, но достаточно функциональная рабочая зона. По сути, мы по просьбе заказчика предусмотрели здесь мини-кабинет, рабочий письменный стол, шкафы, полочки, розетки, интернет-розетка, кабель-канал. И здесь у нас рабочая подсветка. Вероятно, сейчас, так как на улице солнце, ее не очень хорошо видно, но вечером она очень классно освещает плавно, мягко рабочую зону. На лоджии у нас была несущая металлическая конструкция, которую мы не могли демонтировать. Мы обшили ее гипсокартоном, оставили здесь такой небольшой зазорчик и предусмотрели возможность ее подсветить. И в темноте она добавляет уюта и комфорта. То есть смотрится достаточно атмосферно. За этой дверью у нас санузел. Санузел небольшой, но мы предусмотрели здесь все необходимое, включая постирочную зону, душевую, большую раковину. Здесь у нас подвесной унитаз с гигиеническим душем, полотенцесушитель с крючками. В принципе, все, что необходимо для жизни. Постирочные зоны у Виталия всегда оформлены очень интересно и необычно. Давайте посмотрим, как он это сделал в других проектах. Для того, чтобы выровнять это помещение и сделать его правильной формы, мы снесли второй санузел, которыми заказчики не планировали пользоваться, и углубили в оставшуюся нишу, поставили сюда шкаф, предусмотрели здесь постирочную зону и хозблок. Стиральную машину мы поставили на подиум, и под стиральной машиной мы предусмотрели ящик для грязного белья. Данная высота размещения стиральной машины оптимальна для удобного доступа, чтобы не было необходимости наклоняться при разгрузке и загрузке. Здесь у нас, как я уже сказал, хозблок, ручной пылесос, и, конечно же, мы предусмотрели здесь розетку. Здесь у нас располагается канализационный стояк, поэтому ниша была неправильной формы, но то расстояние, которое у нас было до стояка, оптимально хватило для того, чтобы интегрировать сюда стиральную машину. А левая часть шкафа просто меньше по глубине. Как вы видите, места для стиральной машины в санузле не нашлось, но профессия дизайнера предполагает поиск нестандартных решений без ущерба для эстетики и функциональности. Смотрите, что у нас за этой дверцей. Это стиральная машина, совмещенная с сушкой. Помните тот фасад на кухне, который мы не открыли? Это задняя сторона стиральной машины. Очень удобно, если нужен доступ к коммуникациям. А за этой навесной дверью у нас скрывается гардеробная.
Мы не будем показывать ее целиком, так как здесь вещи заказчика. Вот, ну, вот примерно она выглядит так. Есть места для хозяйственных предметов, пылесосы, гладилки и так далее. Здесь места для вещей. С этой стороны у нас ящики. Вот, ну, достаточно вместительная гардеробная для одного человека, мне кажется, за глаза. А с этой стороны двери у нас зеркало. Вот такой проект получился у Виталия. Если у вас остались какие-то вопросы или мнения, пишите их в комментариях под этим роликом, а мы Виталия попросим обязательно ответить на них. Ну что, надеюсь, вам было интересно и полезно. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.